Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей. Я сегодня к вам с остаточками ниточек. Все в хозяйство, все в дело и с новым узорчиком. Что это за ниточки? У меня сегодня ниточки, называются они вот Yarn Art Baby. Это получается у нас стопроцентный акрил. Вот он, стопроцентный акрил в 50 граммах. 150 метров, это, так скажем, толщина ниточки, да, и нам здесь советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот, я беру 3,5 миллиметра, чтобы все получилось. Вы подбираете под свою пряжу, какая у вас пряжа есть, подбираете крючок. Пряжа может быть любая, узорчик универсальный. Ну что, свяжем? Итак, начну с беленькой ниточки. Раппорт сегодняшнего узорчика 4 петельки. Давайте я наберу 8 раппортов и еще одна воздушная петелька по узорчику. Итого получается 33 воздушные петельки. Ну а вы в свою очередь набираете сколько вам удобно. Итак, для начала делаем петельку фиксации. Все как всегда. Мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Делаем, это уже узорчик непосредственно, не просто вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку опять ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие мы вот так вот шагаем, провязываем весь ряд столбик с накидом. Сами себя контролируем. Количество петелек воздушных и столбиков должно быть одинаково. То есть, если я набрала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика. Вы контролируете сами себя. Сколько петелек набрали, столько столбиков должно получиться, чтобы вязание и не сузилось, и не расширилось. Итак, смотрите, первые 3 петельки подъема, это имитация столбика с накидом, тоже считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уже столбиков провязали. Давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот, провязали мы ряд наших столбиков с накидом. И вы можете продолжать узорчик дальше этой же ниточкой, но я хочу включить новый цвет. Если вы будете также менять ниточку, то повторяйте за мной. Если нет, то просто продолжайте вязание своим цветом. Итак, последние 2 петельки последнего столбика с накидом я буду провязывать новенькой ниточкой. Оп. Получается, у меня еще ряд закончился белой ниточкой, да, но в процессе вязания уже есть вот такая голубенькая. По узорчику 3 петельки подъема. Раз, два, три. Подтянули беленькую ниточку, поворот. Теперь делаем накид. И шагаем в следующие 3 наши столбика, провязываем столбиками с накидом. Столбик с накидом. Раз. Следующий столбик с накидом. 2. И следующий столбик с накидом. 3. Несложно. Теперь наша с вами задача вернуться вот к самому первому столбику, но именно к белому. Поняли? Не к синенькому такому голубенькому, а именно к белому. Смотрите внимательно. Делаем накид. Возвращаемся к верхушке беленького столбика, аккуратненько, вытягиваем ниточку и подтягиваем ее хорошенько-хорошенько, чтобы наше вязание не зажулькалось. Видите, как бы будет так вот наискосок петелька такая. Когда нас устраивает натяжение, мы провязываем все вместе одной ниточкой. Так вот, раз, за один раз. Оп, провязали. Понятно? У нас получается как бы наши 3 столбика мы перечеркнули. Идем дальше. Пропускаем один столбик. В следующий провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. И точно так же мы должны будем вернуться обратно к первому столбику, в нашем случае тот столбик, который мы пропустили. Итак, накид. Возвращаемся к беленькому столбику, который пропустили.
Вытягиваем ниточку, поправляем натяжение, чтобы не сильно затянуть, да, наше вязание. Когда натяжение нас устраивает, мы берем петельку и все петельки провязываем. Оп, провязали. Видите? То есть у вас должна получиться вот такая картина. И так далее до конца ряда. Столбик пропустили, следующие 3 столбика провязали. Раз, два, три. Накид. Вернулись к пустому столбику. Вытянули ниточку, хорошенько подтянули. Когда натяжение нас устраивает, все вместе провязали. Как вам? Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Далее продолжаем этой же ниточкой. Закончили ряд мы столбиком с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь смотрите, будем провязывать именно там, где вертикальные наши столбики. Раз, два, три. То есть первый столбик, который у нас наискосок, мы его пропускаем. Итак, накид. Ныряем в следующий столбик, провязываем раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Теперь мы должны будем повторить точно такой же столбик наискосок. Но смотрите, какая особенность. Мы берем вот так вот, делаем накид и возвращаемся не к столбику, да, который мы пропустили, а возвращаемся непосредственно вот в эту арочку, которая получилась в результате наклона столбика. Вот, видите? То есть еще на ряд ниже. Вот в это окошечко нырнули, вытянули ниточку, хорошенько подтянули, урегулировали натяжение. И когда нас все устраивает, да, что натяжение не сильно, чтобы не зажулькать наше вязание, тогда мы провязываем все 3 петельки вместе. Оп. Понятно? И у вас получится вот такая вот елочка. То есть как бы палочка сюда, палочка сюда. Дальше. Опять получается, пропускаем один столбик в следующий столбик. Провязываем столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Вот. Теперь мы должны будем сделать столбик наискосок. Вот, поняли? Вот сюда, вот в эту арочку. Вот в эту арочку будем нырять. Накид. Нырнули в эту арочку, самую-самую нижнюю. Вытягиваем ниточку. Подтягиваем натяжение, чтобы нас все устроило. И провязываем 3 петельки вместе. Оп. И все. Понятно? И вот такая вот начнет у вас расти красота. Вот такая вот, как бы, ну, я называю ее елочка. Все. И вот так вот до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Повторяйте все то же самое. В конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот наши елочки готовы. Да, все ровненько, аккуратненько. И теперь нам необходимо будет повторить самый первый ряд беленький. Видите? То есть получается, я не провязала до конца последний столбик, 2 петельки на крючке оставила, и теперь переключаюсь на беленькую ниточку. Вы можете переключаться на первый цвет, да, можете переключаться вообще на третий цвет, на ваше усмотрение. Итак, 2 петельки провязали, далее 3 петельки воздушные, раз, два, три, подтянули синенькую ниточку, беленькую не трогаем, сильно не тянем, чтобы край не зажулькался. Поворот. И теперь каждый столбик, который у нас здесь есть, мы провязываем просто столбиком с накидом, ничего сложного. И те столбик, который наискосок, да, у нас идет, и те 3 столбика, которые у нас вертикальные. Каждый столбик столбиком с накидом. Я думаю, вы здесь справитесь. Единственное, что не контролируйте, не провяжите, скажем, 2 столбика в один и не пропустите ни одного столбика. И все, остальное ничего сложного нет. Все, вот так провязывайте до конца ряда. И в конце ряда мы с вами встречаемся. Договорились? Несложно. Я знаю, что у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наш беленький ряд готов. Ровненько, аккуратненько столбики. Теперь я хочу присоединить еще новую ниточку. А повторюсь, вы можете присоединять, можете не присоединять. Итак, 2 последние петельки последнего столбика провязываем новым цветом. Оп. И 3 петельки подъема. Раз, два, три. Можем, получается, подтянуть беленькую ниточку, поворот. И сейчас в процессе вязания мы можем вот этот вот кончик спрятать. Смотрите. Итак, повторяем, получается, все, как мы с вами вязали в синеньком ряду. Первый столбик пропустили, начинаем со второго и ниточку протягиваем между собой кончик. Итак, столбик с накидом раз, следующий столбик, столбик с накидом 2, видите, ниточка прячется. Следующий столбик, столбик с накидом 3. Если какой кончик останется, вы можете его уже отрезать, уже будет держаться. Далее, точно так же накид. Возвращаемся к беленькому столбику, который мы пропустили. Так,
верхушку столбика, вытягиваем ниточку, контролируем натяжение, чтобы нас все устраивало. И когда нам все нравится, 3 петельки провязываем вместе. Оп. Опять столбик пропустили, в следующий провязываем 3 столбика. Раз, со следующего, да? 2, 3. Точно так же обратно возвращаемся к беленькому столбику. Оп. Вытянули ниточку, отрегулировали натяжение, как нам надо, и провязали все 3 петельки вместе. Оп. Опять пропустили столбик и так далее до конца ряда. Скажите, несложно, да? Вот. У вас получается уже точно такая же картина, как в синем ряду, только уже розовыми ниточками. Ну, в моем случае розовыми, ваши, может быть, любыми другими. Давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Хорошо? Так, смотрите. Вот очередные наши наклонные столбики готовы. Заканчиваем ряд точно так же столбиком с накидом. 3 петельки подъема такой же ниточкой. Раз, два, три. Поворот. И теперь мы повторяем все то же самое, что мы делали во втором ряду в синеньком. Итак, для начала получается мы пропускаем один столбик и следующие 3 столбика провязываем столбиками с накидом. Раз, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. 3, столбик с накидом. И здесь вы помните, да, что мы возвращаемся не к столбику, который мы пропустили, а возвращаемся вот в арочку, которая образовалась у нас в предыдущем ряду. Итак, накид. Возвращаемся вот в эту арочку. Вытягиваем ниточку. Так. Регулируем натяжение, чтобы нас все устраивало. И когда нас устраивает, 3 петельки провязываем вместе. Опять столбик пропускаем. 3 столбика провязываем. Раз, 2, 3. Точно так же возвращаемся. Вот. Четко же видно, да? Арочка. Вот. Там, где наклонный столбик был, вот эта арочка. Вот мы к ней возвращаемся. Накид. Вернулись. Нырнули. Потянули ниточку, да? Отрегулировали натяжение. Провязали 3 петельки вместе. И все. Не сложно? Не сложно. Ну что ж, давайте до конца ряда, да? И в конце ряда опять встретимся. Вот такие вот интересные получаются елочки. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот какие у нас шикарные получаются елочки. И переключаемся на новую ниточку. Получается, я буду переключаться на белую. Вы можете переключаться на такую же, либо можете на любую другую. Итак, помним, да, последние 2 петельки последнего столбика провязываем новым цветом. Новый цвет, эту ниточку сильно не тянем, чтобы край наш не зажулькать. Аккуратненько раз провязали. Розовую можем подтянуть, беленькую нет. Итак, беленькой ниточкой 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И провязываем все столбики, да, столбиками с накидом. Как мы провязывали первый ряд. Вот, как мы провязывали, получается, 4-й ряд. Давайте до конца ряда аккуратненько столбиками с накидом. Вообще ряд несложный, справится любой. Самое главное, не пропустите столбик и не провяжите в один столбик 2 столбика. И все, так несложно. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот мы провязали еще один беленький ряд. И далее я хочу повторять точно так же синенький. Вы можете брать другой совсем цвет, может там зеленый, желтый и так далее. Вы можете все одним цветом вязать, то есть на ваше усмотрение. Опять 2 петельки последние провязали, 3 петельки подъема, поворот. Точно так же можем провязывать, прятать наш кончик, да, в процессе вязания и так далее. То есть поняли? Получается, у нас с вами всего 3 ряда узорчика. Раз, два, три. Потом 5 повторений. Раз, два, три. Единственное, что получается, у вас наклон по вот этих ваших, как бы, ну, я назвала их елочки, да? Получается, палочки, елочки. Видите, он может быть разным. В одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. Все. А так все то же самое. Понятно? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но вы видите, что уже получается интересно. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчика понятен. Вот такие вот елочки объемные формируются по итогу. Да? Необычно, красиво. Узорчик получается двусторонним. Смотрите, в одну сторону вы можете провязать, и в другую сторону вы можете также выбрать лицевую изнаночную. Такая у вас будет лицевая. Класс. Вот так вот он тянется. Это именно из моих ниточек, да, это акрил. Если возьмете другие ниточки, обязательно пробуйте, потому что на разных ниточках узор смотрится по-разному. Вы можете
одним цветом вязать. Вы можете вот эти полосочки вязать разными цветами. Вы можете одинаковыми. Вы можете вместо беленьких, да, наоборот, другие пускать. То есть остаточки пряжи, все что угодно. Естественно, смотрите, какая у вас может быть идея, куда можно применить данный узорчик. В зависимости от ниточек. Если это хлопок, топики, маечки, да. Если ниточки потолще, то это могут быть и сидушки, и чехлы. Почему бы нет, да. Опять же, кофточки, кардиганчики, снуды, шарфики. Захотели, повернули узор вертикально. Смотрите, у вас елочки будут смотреть вверх и вниз, да. Захотели, повернули в другую сторону. То есть, смотря какие елочки у вас будут в какую сторону смотреть. Пожалуйста, хотите горизонтально, хотите вертикально, узорчик универсальный. Скажите, да? Ну как вам? Давайте замерим. Итак, получается, я набирала сегодня 33 воздушные петельки. Если этой же пряжей, этим же крючком, моей плотностью вязания, то в моем случае это получается вот 20 сантиметров. Очень даже неплохо. Ну и тут получается раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Да, это получается 9 рядочков и последний 10. Так, это у нас получается, ну вот 11 с хвостиком сантиметров. Здорово. Здорово. Выбирайте любую палитру. Может, это у вас будут детские какие-то вещи, да, пледики. Может быть, это у вас будут взрослые вещи, в зависимости от палитры. И вяжите, творите, чуть-чуть вытворяйте. Как вам сегодняшнее видео? Ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока. Dum 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 dum.